Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. What's the name of the 5th chapter of the 1st canto? Is it? It is instructions of Narada. So we're reading this morning from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Instructions by Narada, Text 10. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 5. Называется «Наставление Нарады», текст 10. Na yadvachas chitra padam hariyaryasho jagat pavitram pragranita kari chit tadvayasam tirtham ushanti manasa na yatrahangsa niramanshu shikshaya. It's not written, is it? No. Translation. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Перевод текста. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве. Commentary, Srila Prabhupada. You just read it. Шрила Прабхупад в комментарии пишет. Вороны и лебеди – птицы разного полета, так как у них разный склад ума. Людей, занятых кармической деятельностью или движимых страстью, можно сравнить с воронами, а совершенных во всех отношениях святых людей с лебедями. Вороны получают удовольствие, роясь на свалках и помойках, так же, как одолеваемые страстями люди, действующие ради наслаждения, находят удовольствие в вине, женщинах, посещают места, предназначенные для грубого чувственного наслаждения. Лебедей не привлекают места, где устраивают свои сборища и совещания вороны. Их можно встретить лишь там, где царит атмосфера естественной красоты, где поверхность живописных, прозрачных водоемов украшают прекрасные разноцветные лотосы. Такова разница между этими двумя видами птиц. Природа наделяет разные формы жизни разными типами мышления, поэтому невозможно подходить ко всем с одинаковой меркой. Подобно этому, для людей с разным складом ума существуют разные виды литературы. Популярные произведения, привлекающие людей, подобных воронам, содержат главным образом гниющие отбросы чувственных тем. Как правило, они состоят из мирских разглагольствований, касающихся грубого тела и тонкого ума. Эти предметы описываются изящным языком с множеством мирских сравнений и метафор. Но при этом они не прославляют Господа. Чему бы ни была посвящена такая поэзия или проза, она считается украшением мертвеца. Духовно развитые люди, подобно лебедям, не находят никакого удовольствия в подобной мирской литературе, которая может доставить удовольствие только тем, кто сам духовно мертв.
Эти произведения, написанные под влиянием гун страсти и невежества, под разными ярлыками, распространяемые среди людей, но они едва ли способны удовлетворить духовные потребности человека. И поэтому духовно развитые люди, подобные лебедям, не хотят иметь с ними ничего общего. Таких духовно развитых людей называют также манаса, поскольку они всегда поддерживают высокий уровень добровольного, трансцендентного служения Господу на духовном плане. А это полностью исключает кармическую деятельность, совершаемую ради удовлетворения чувств грубого тела или тонкие спекулятивные рассуждения эгоистического материального ума. Публицисты, ученые, мирские поэты, философы, теоретики, политики, поглощенные совершенствованием материального чувства наслаждения, всего лишь марионетки в руках материальной энергии. Им доставляет наслаждение рыться в отбросах запретных тем. По словам с вами Шридхары, это удовольствие охотников за женщинами легкого поведения. Но парамахамсы, постигшие суть человеческой деятельности, наслаждаются произведениями, повествующими о славе Господа. Nayadvajas chitra padam harya yasho, jagat pavitram pragranitakari chit, tadvayasam tirtham ashanti manasa, nayatrahangsa niramanshi shikshaya. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Еще раз перевод. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой Вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vachkavatarubhyas Kripa Sindhubhyo cha Paridanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So this is a very classic verse in Srimad Bhagavatam. Вот это один из классических стихов в Шримад Бхагаватам. And it is a verse which Srila Prabhupada referred to on numerous occasions. Это стих, на который Шрила Прабхупад ссылался во многих случаях. And the following verse Srila Prabhupada referred to also many times. И следующий текст также Шрила Прабхупада много раз упоминал. Are we going to read it tomorrow? Is it? Or I don't know who decides these things. Завтра, наверное, будем его читать, да, следующий текст? Следующий или другой? Okay, so we're going to read the next one tomorrow, so I won't go into it here. Потому что мы завтра будем читать, так что я не буду его сегодня в него погружаться. We'll keep you in suspense, so you come for the class tomorrow. Что мы это оставим интригой, чтобы завтра все пришли на класс. Yes, but well, there is a saying: birds of a feather flock together. Есть такая поговорка: птицы одного пера, дальше, одного полета собираются вместе. Okay, русский поговорка тоже. Okay. Когда я изучал русский язык, мой учитель, is that right? Taught me. Учил меня. Учил меня
poem, Chorny Voran. Chorny Voran, ja nie twoi. So that really sort of captures the idea very nicely. Очень стих такой захватывающий идеей. That Chorny Voran was waiting on the battlefield where all the dead bodies are. Там такая история. Черный ворон дожидался, пока закончится битва на поле сражения. And he's waiting for the poet to die. И он ждал, when The man who's writing the poem, the crow is waiting for him to die. И вот эта ворона ждет, пока умрет этот поэт. Это правда, да? Because the crow has an interest in his dead body. Потому что у вороны интерес имеется по поводу этого его мертвого тела. But there is not, a poem like, как сказать, Черный лебедь, belly лебедь, я не твой. There's no poem like that where the swan is waiting for someone to die to eat their dead body. Но нет такого стихотворения, где бы лебедь, черный или белый, ждал, пока кто-то умрет, чтобы его съесть. Some few weeks ago, we went from Krasnoyarsk to Abakan, then to Kizil. Несколько дней назад мы путешествовали с Красноярска, затем в Абакан, затем в город Кизил. And on the way is the place where Mr. Lebed died. И там по дороге мы также увидели место, где господин Лебедь погиб. Помните? He was a big famous man, some sort of governor. Да, был знаменитый губернатор. He hated Hare Krishna. Он, кстати, ненавидел Хари Кришна. And then he died in a helicopter crash. Погиб он в катастрофе в вертолете. Помните? Yeah. 12 years ago. Some years ago. And so we were there. We stopped there to have our lunch. Мы остановились в том месте, чтобы пообедать. И я подумал, что он не любит, он ворон. Arriba! Anyway. So yeah, there's a big difference between the swan and the crow, and between the devotees and the non-devotees. Есть большая разница между лебедем и вороной, и также между преданным и непреданным. And the devotees, well, the swans are attracted to certain things that the crows are not attracted to. Лебеди привлекают определенные вещи, те, которые ворон не привлекают. As Srila Prabhupada explains here, the swans, they're attracted to very pleasant places, nice lakes with clear water. Шрила Прабхупада здесь отмечает, что лебедям нравятся такие места чистые, также озера с чистой водой. And the crows are not attracted to such places. А ворон такие места не привлекают. The crows are attracted to the dirty places and the decomposing things. Ворон привлекает грязные места и какие-то разложившиеся вещи. And just like Prabhupada would also give the example of the honeybee and the fly. Шрила Прабхупада также приводил пример с пчелой и с мухой. The honeybee, of course, is attracted to the beautiful, fragrant flowers. Конечно, пчелу привлекают красивый,
ароматный цветок. But the fly is not attracted to those things. Но мух такие цветы не привлекают. Even it's very interesting. If you put some food, just put it outside somewhere. И интересно, что если просто оставить где-то пищу, When the food is still fresh, the flies will not come. и пока эта пища еще свежая, мухи не подлетят. But as the food gets a little older, even some hours, maybe one day, the flies start to notice. Ну, по мере того, как пища стареет, разлагается, то мух она начинает привлекать. And then after some time, they are there in great numbers. И после какого-то времени все мухи уже там пируют. And the ants come and the other little creatures. Туда же подтягиваются муравьи, другие маленькие существа. So, as it becomes very decomposed, А когда уже пища становится очень разложившейся, then hordes of them come. тогда много их приходит. And you know, they're near Mr. Lebed's place where he died. И вот там, рядом с местом, где господин Лебедь погиб, There are some sort of like typical Russian cultural items there. там вот есть такие типично русские предметы. The outdoor toilets. Ну, например, вот эти вот туалеты уличные. And they were so dirty, even the flies were not coming. И они такие грязные, что даже муха туда брезгует залететь. But still, it's interesting. When you put some fresh food somewhere outside, it sits there and nothing comes. И все равно интересно, если свежую пищу мы положим, то никто не будет прилетать. Only when it starts getting a little off, then they start and then they come. Только тогда, когда она становится вне кондиции, маленько стареет, тогда начинают к ней привлекаться такие существа. And of course, Srila Prabhupada gave another very famous example. И, конечно, Шрила Прабхупад привел еще один очень известный пример. The hogs in India. Пример свиней в Индии. They wait by the stool field outside the village. Они ожидают на краю деревни, около того места, где все справляют нужду. And they wait for the people to come and make their offerings. Они ждут тех людей, которые придут и сделают для них предложение. Предложат им пищу. And I've seen before, some gentleman is on the other side. He is starting to do his business there. Я видел, как на том берегу, на поле, один мужчина как раз справлял нужду, только собирался. And on the other side, the pigs are there, but then they see him. А с другой стороны, как раз посмотрела на него эта свинья. И она увидела, And then they run. что он справляет нужду, и пустилась в то, это как раз к этому человеку. It is like Olympic 100 meters sprint. И это показалось мне прямо как бегом на 100-метровую дистанцию в Олимпийских играх. They run. Who will be first? И даже не одна свинья, а много, несколько. Побежали, кто вперед. And I saw one time I saw these two pigs. They were competing. Who will be first? Я видел, как две свиньи, они соревновались, кто же вперед. And they just got so absorbed in the competition, they didn't see that the man was right there. Они так погрузились в это соревнование,
что практически не замечали того человека. And they ran into the man. Подбежали к нему. And the poor man, he's doing his business there. Suddenly, bang, he goes flying. И этот несчастный человек увидел, как бегут на него эти свиньи, и очень быстро ему пришлось оттуда упрыгнуть. They knocked him over. Даже они его просто-напросто боднули со всей силы, и он пришлось ему отлететь. So, takowy жизни. This is the material world. Таков материальный мир. So different mentalities, different types of consciousness, different attractions. Разные менталитеты, разные типы сознания, соответственно, разное и то, чем они привлекаются. And Srila Prabhupada also made the point that if you put in front of one of the famous pigs a nice plate of hot, sweet strawberry halava, Шрила Прабхупада также говорил, если перед той свиньей положить очень вкусную халаву с ягодами, только что свежую, and on the other side a plate of stool, и с другой стороны положить тарелку с испражнениями, then the pig will go for the stool. то, конечно, свинья предпочтет испражнения. So like this, different types of consciousness, different attractions. Разные типы сознания, разная привлекаемость. So in material life, the materialistic people, they are attracted to these crow-like things. Так что в материальной жизни люди с таким материальным менталитетом, они привлекаются к таким вороноподобным вещам. And they meditate on these things. И они медитируют на это. And so then they become like that. И, соответственно, они становятся подобно этому. Maharaj Bharat meditated on a deer and he became a deer. Махарадж Бхарат медитировал на оленя и стал оленем. Of course, material things are not exactly what they appear to be. Конечно, материальные вещи совсем не то, чем они кажутся. We are not these bodies. Мы, например, не являемся телами. And that deer that Maharaj Bharat was meditating on, he was also not really a deer. И тот олень, на котором медитировал Бхарат Махарадж, был не совсем оленем. But when Maharaj Bharat was meditating like constantly, intently upon that deer, Но когда Бхарат Махарадж очень интенсивно погруженно медитировал на того оленя, so in a subtle form the deer entered him. то олень вошел в него в своей тонкой форме. Is a little different from when we think of Krishna, then Krishna is actually in our minds and hearts. Это маленько не то, что когда мы медитируем на Кришну, то Кришна действительно появляется в нашем уме и сердце. But still, on the subtle level, the mental level, those things which we think of, they're actually subtle objects. И те вещи, на которые мы медитируем, они на самом деле имеют также тонкие формы. And when we meditate on them, then those objects, they enter our consciousness. И когда мы медитируем на них, то эти объекты, они входят в наше сознание. So when you think of something in a very focused way, then later you become that thing. Так что когда мы думаем о чем-то, то в этой тонкой форме, думаем очень погруженно, то становимся этими вещами. So we should understand that if we think of stooly things, Точно так же, если мы думаем о вещах, подобным экскрементам, like intoxication, illicit sex, meat eating, gambling, например, те вещи, такие как одурманивающие средства, незаконное общение с женщинами,
незаконное общение с противоположным полом, мясоедение, азартные игры. So these things really, in terms of their quality, they're really stooly types of things. Эти вещи по своему качеству на самом деле подобны экскрементам. So you think of stool, you become stool. Если человек думает о экскрементах, он им и становится. Yes. Whatever you meditate on, Krishna says in Bhagavad Gita, you will attain to that state without fail. О чем человек не думает, то состояние, и он и достигнет непременно. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Yes, so therefore it's so important, it's essential in Krishna consciousness that we control our minds. Так что это настолько важно, является сутью практики контролировать ум. Stop our minds from running off into the field of material existence. Остановить свой ум, чтобы он не бегал в те места, где материальное существование. Keep the mind focused on Krishna, on Krishna's service, Krishna's devotees. И сфокусировать ум на Кришне, служении Кришне, на его преданных. So then, of course, then we will become Krishnized. Тогда мы, конечно, кришнаизируемся. And we will wake up one morning in the future И в будущем одним утром проснемся, and we will be in Goloka Vrindavan. и мы будем на Галоке Вриндавана. Unlike Bharat Maharaj, who woke up one morning and found he was a deer. Не так, как Бхарат Махарадж, который однажды проснулся и нашел себя, оказался в теле оленя. So this is really such an essential part of Krishna consciousness, which is truly relevant to all of us. Так что это так важная, такая важная часть сознания Кришны, которая очень важна для всех нас. As Krishna says in Bhagavad Gita, from wherever your mind wanders, due to its flickering and unsteady nature, Кришна говорит в Бхагавад-гите, из-за того, где твой ум бродит из-за своей нестабильной природы, you must bring it back from those places and put it under the control of the self. ты должен вернуть ум из тех мест и определить его под контроль своего «я». So this is one of the great problems, though, for devotees, is that we are moving about in the material world. И это может быть одной из проблем для преданных, так как мы перемещаемся в этом материальном мире. And so we are being exposed to so many material things. И, конечно, так много материальных вещей открыты нам. The shops are there, they're trying to present their products to make them look very nice. Многие пытаются рекламировать свою продукцию, и это проявляется на улицах, магазинах. And the advertising, the big billboards are there. Большие рекламные плакаты везде в городах. And the materialistic people are so busy and enthusiastic about their mundane activities. И материалисты, они очень заняты и с огромным энтузиазмом заняты своей деятельностью. Oh, just like, for example, the advertising. Например, возьмем рекламу. A couple of years ago, I saw one big billboard, huge billboard, advertising a tractor. Пару лет назад я как-то столкнулся, увидел такой большой рекламный щит, на котором изображался трактор. So, tractor, it's very ordinary object. Ну, трактор, обычный трактор. Ничего особенного. But now this picture had this big green tractor. Но на этой картине, на этом значит, плакате трактор был большой, зеленый. It's like as big as this wall here. Вот такой длины, как вся эта стена. So on this tractor is one young lady.
И вот на этом тракторе сидела одна молодая девушка. with very little clothing on. Совсем немного одежды на ней. And she is hanging over this tractor И вот она так свисала с этого трактора. like, wow, this tractor is great. Всем своим видом давая понять, насколько замечательный этот трактор. And in front, standing there looking at this big advertisement, was one old farmer. И там же на картине стоял рядышком такой старый фермер и смотрел на это все. So he's like 70 years old. Ну, фермеру было лет 70. And he's looking at this Он смотрел на все. material and then I thought, yes, he is thinking. I know what he's thinking. Я подумал, я знаю, что он думает. I will buy this tractor. Я куплю этот трактор. And all these young girls will come chasing after me. А все молодые девушки будут за мной гоняться. But really, this is one of the dangers, is that we are habituated to material existence. А опасность есть в том, что мы можем привыкнуть к такой материальному существованию, деятельности. And they say, old habits die hard. И говорится, что старые привычки трудно умирают. It takes time to get free from some particular habit or fixation that one has had. Приходится долгое время справляться с теми привычками, которые долго в человеке коренились. And just by being exposed to these things on a regular basis, they enter into us. И все это материальное сознание, все то, что связано с материальным существованием, оно, конечно, мы к этому открыты в этом мире, и оно может входить в нас. I will make a sort of a confession to you. Я немножечко вам открою сердце, маленько вам Okay. признаюсь. 30 years ago, we were raising funds to build a temple in South Africa. 30 лет назад мы ездили с группой, собирали пожертвования для строительства храма в Южной Африке. We were selling paintings from Hong Kong, Мы продавали картины, сделанные в Гонконге. not paintings of Krishna either. Картины даже не с Кришной. So we did an exhibition showing the paintings in one big shopping mall. И в одном супермаркете мы развесили, сделали такую выставку этих картин. They put us in front of the music shop. И нам дали место перед магазином музыки, музыкальным. And that music shop, for the whole day, they played only one song. И этот музыкальный магазин целый день играл только одну песню. Слышали о Stevie Wonder? Стиви Вандера, знаете такого певца? Нет? Кто не знает? Как так? Если вы не знаете, хорошо. Хорошо, что не знаете. So, I mean, I was never a Stevie Wonder fan Я его никогда фаном не был, конечно. from before. But they played this song. I just called to say I love you. И там пелась в этой песне. Я позвонил только лишь, чтобы сказать, как я тебя люблю. Слышали? Помните эту песню? Anyway, if you didn't hear, that's good because it's not worth hearing. Ну, если не слышали, то даже это и лучше. А не стоит она внимания. So they played the song again and again and again and again, like 50 or 60 times at least. И вот снова и снова и снова и снова они эту песню играли. Раз, 50-60 подряд. And then we went home back to where we were staying later.
И потом позднее, когда мы вернулись в то место, где мы остановились, and we're chanting on our beats. мы взяли четки, начали воспевать джапу. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. And the song just went pop into my head. И вот эта песня, она просто там в моей голове, откуда ни возьмись, бралась все время. And I thought, what is this? Я думал, что же такое? I kick it out. Я ее выпинывал. Hare Krishna, Очень серьезно. And 1 minute later, I just called to sing. The song came И back. через минуту опять песня пришла. What is this? Kick it out. Что такое? Опять ее выпнул. Hare Krishna, Krishna. And the song came back. Читал, и через какое-то время опять песня пришла. So I had no interest at all in that song. Хотя в этой песне абсолютно у меня интереса не было. It's just stupid song. Просто какая-то глупая песня. It was not that I was attracted to the И song, не так, что вообще-то она мне нравилась. but you just get exposed to something material for long enough, it enters you. Просто если мы находимся подвержены, открыты какому-то влиянию, то оно в нас входит просто, остается в нас таким образом. And then it may be hard to get it out of you. И может быть будет даже тяжело избавиться от этого потом. The mind is like that. It is like a creature of habit. И вот ум, он именно такой. Это как будто создание привычки. So therefore, as aspiring devotees, it is essential that we really try to avoid materialistic things. И для нас, как для тех, кто хочет стать преданными, очень существенно, очень важно избегать тех вещей, всего того материалистичного, чтобы оно в нас не входило. Lord Chaitanya was asked once, how do you recognize a Vaishnava? Однажды Господа Чайтанью спросили, как узнать Вайшнава? What is the symptom of a Vaishnava? Каковы его симптомы? So Lord Chaitanya replied, Asat Sanga Tyaga, a Vaishnav Acha, that the natural activity of a devotee is to reject the association of non-devotees. И Господь Чайтанья ответил, Асат Санга Тяг Эй Вайшнав Ачар, что Вайшнав избегает любое материальное общение. So this of course means to avoid the association of materialistic people. Это, конечно, значит избегать общения с материалистичными людьми. It also means to avoid the association of the materialistic culture. Это также имеется в виду избегать общения с материалистической культурой. Oh, for example, not to watch television. Например, не смотреть телевизор. Dom doigt. И так далее. Sometimes devotees think, oh, it may be okay. Watch something sometimes. А кто-то может подумать, ну ничего страшного, тут разок-другой посмотрю. But no, if we absorb our minds in the television, it goes into us. Нет, если мы погружаем в свой ум телевизор, он входит в нас. And in this way, it will contaminate us. И таким образом он осквернит, загрязнит нас. Just like if somehow you have some contact with a disease. Например, если так или иначе вы столкнулись или в контакт с какой-то болезнью. If you have contact with someone, they have very bad flu. Например, вы общаетесь с кем-то, у кого большой, очень развит грипп. Then through that association, the flu enters your body. Так что из-за общения с этим человеком грипп также и вам передастся. And your body is contaminated. И
так ваше тело осквернится этим. And then you feel that contamination in the form of the disease. И вы будете чувствовать это осквернение в форме протекания болезни. And sometimes it may be quite difficult to get the disease out. И иногда даже может быть трудно будет справиться, выгнать болезнь. So, such an important part of being a devotee is to avoid having the material influences come in to enter our consciousness. Так что очень существенной, важнейшей частью практики сознания Кришны является избегать влияния материальных вещей, которые бы входили в нас. So therefore, serious devotee doesn't watch television. Поэтому серьезные преданные телевизор не смотрят. I mean, unless they watch some Krishna conscious DVD, perhaps. Может быть, они, конечно, смотрят что-то связанное с Кришной, DVD или что-то по телевизору. And they don't listen to materialistic music. Но они тоже не слушают материалистичную музыку. Dima Bilan Nyat. Itak Dali. And all these things, devotees stay in the society of devotees. И преданные стремятся оставаться в обществе преданных. And in that way, the devotees become free from the crow-like influence. И поэтому преданные остаются свободны от влияния тех вещей, которыми привлекаются вороны. You know, just like if you watch the materialistic movies, Например, если кто-то смотрит материалистичное кино, it may be, I don't know, some popular movie, whatever it is, любое какое-нибудь популярное кино, and there is the hero is there, и там герой, and he's doing his heroic thing, и вот он делает разные героические подвиги, and then for a moment he stops, и там на минуту он прекращает, and he eats some meat. и он ест и перекусывает маленечко мяса, And maybe he drinks some liquor, и запивает маленечко вином, and we may have been thinking, he is a hero, и мы, может быть, думаем, вот он же герой здесь, положительный герой, but he is a crow. но он ворона. You know, he's like a stool head. In English we have this term. Someone whose head is full of stool. То есть он тот, в чьей голове полно экскрементов. Yeah. So, yes. So we must, as devotees, we must try to cultivate the attraction to transcendental subject matter. Как преданные мы должны культивировать привлечение, привлекательность к трансцендентным темам. Of course, we are coming from material existence. Конечно, мы пришли из материального общества. And we have those habits. For so many lifetimes we've been involved with these things. И все эти привычки, они, может быть, много лет уже за нами тянутся. And it is in our psychological system. Много жизней. Они, может быть, даже в нашей психологической системе уже закоренились. And we don't really have some attraction to transcendental things. И нету, естественно, привязанности или привлечения к духовным темам. So therefore, the attraction to the transcendental has to be cultivated. Поэтому такая привлеченность к трансцендентному должна культивироваться. And the attraction to the non-transcendental, we have to try to get it out of our systems. И привлечение к недуховному мы должны культивировать, не впускать в себя, избегать. And this is really what sadhana bhakti is all about. И вот это как раз то, что и называется садхана бхакти. Srila Prabhupada, in the beginning of Nectar of Devotion, contrasts beginning devotional service and more advanced devotional service. Шрила Прабхупада в Нектаре преданности вначале сравнивает начальные ступени и уже ступени возвышенные в преданном служении. Prabhupada says, in the beginning,
when the alarm goes off early in the morning. И он говорит, что вначале, когда будильник звенит рано утром, Then the new devotee may think, oh no, то начинающий преданный может думать: о нет, oh нет. They switch off the alarm, скорее его выключают go back to sleep. и засыпает. But as the devotee advances just a little bit, Но когда преданный маленько хотя бы уже продвигается, and the devotee develops a little bit of an attraction to Krishna consciousness, и у него развивается немного привязанность к сознанию Кришны, then, when the alarm goes off in the morning, the devotee thinks, very good. то тогда, когда рано утром звенит будильник, такой преданный думает: о, очень хорошо. Хорошо, I can get out of tamagun. Сейчас наконец-то я могу сбросить себя тамагону, Ecstasy. I can get into devotional service. и погрузиться в преданное служение. How wonderful! Как удивительно! So the devotee jumps up. И так что преданный подскакивает с постели. There's a little more advanced level of devotional Вот это service. немного более продвинутый уровень преданности. And Prabhupada says there, the devotee, little more advanced, likes to think, how will we dress the deities today? Еще более возвышенный уровень преданный, он думает, как ему нравится думать и как они будут одевать сегодня божества, How we will have nice festival today? как мы сегодня будем проводить фестиваль. Bhakti Ananta Krishna Maharaj will lead the kirtan. Бхактиананта Кришна Махарадж будет вести киртан. How wonderful! Как замечательно! We can't wait for this. Не можем дождаться, когда же это начнется. So this is what actually these festivals are. Вот это как раз для этого эти фестивали предназначены. Festival means an opportunity to just dive into the ocean of nectar of Krishna consciousness. Фестиваль предназначен, чтобы нырнуть глубоко в нектар сознания Кришны. And just drown in the ocean of nectar. И просто утонуть в этом океане нектара. Normally if someone is drowning like in the river, then everyone thinks it's very bad. Обычно, если кто-то в речке тонет, то это считается не очень хорошо. We must save him. Надо его спасать. It's described in Chaitanya Charitamrita that the Panchatattva unleashed a great flood of Krishna В consciousness. читании Шритамрити говорится, что Панчататтва открыла большую Flood. резервуар и затопила всех океаном это нектара Кришна Примы. And this great flood went spreading out around the countryside. И огромная эта волна и потоп обрушился на страну. And all the devotees immediately drowned. И все преданные сразу утонули. And the more pious people, they also drowned. И те, кто также благочестивы, тоже утонули. But the people who were not so nice, they couldn't drown. А те, кто не были благочестивыми, не смогли утонуть. Means the very materialistic people into sense gratification. Те материалистичные люди, которые погружены в чувственное наслаждение, The mental speculators, в ментальное умствование, impersonalists, в имперсонализм, the lowest of the student community. самых низших из сообщества студентов, They couldn't drown. те не смогли утонуть. They were there in the waters of that flood, Они были там, в этой воде этого потопа. and their heads were sticking up out of the flood water, И так вот их головы торчали из воды. and they didn't want to drown. Они не хотели тонуть. So they're calling out, "Save me! Help!" Кричали: помогите! And the Panchatattva came swimming over. И Панчататтва проплывали рядом. Don't worry, we'll help you. Они говорят: не беспокойся, сейчас мы тебе поможем. So they grabbed that person
Они подплывали, хватали этого человека and pushed him under the и water погружали под воду. and drowned him. И топили их. So this is the Sankirtan movement. Вот это и есть движение Санкиртана. We are not giving swimming lessons. Мы не преподаем уроки по плаванию. We are giving drowning lessons. Мы даем уроки по тому, как утонуть. So this is what the festival is for. Let's really try and get into it. Это фестиваль для того, чтобы полностью попытаться и погрузиться в этот океан. And when we really submerge nicely, fully for some days, and the transcendental nature goes deeply into us, И когда у нас получается погрузиться глубже, эта духовная природа в нас входит очень глубоко, then it makes a permanent change. то происходит перемена. Some of the dirt within the heart gets permanently cleansed out. Та грязь, которая была в сердце, она навсегда очищается. So, our prediction is that when we finish the festival in a few days, Наше предсказание такое: когда закончится фестиваль через несколько дней, then by that time, at least those of you who have really tried to take it seriously, к тому времени, по крайней мере, те, кто пытался серьезно фестиваль провести, you'll see there's been a deeper change in your heart. сами увидите, что произошло в сердце большое изменение. And this is what the whole process of Krishna consciousness is for. И вот как раз весь процесс сознания Кришны для этого и существует. Cleanse the heart. Очистить сердце, Break the old habits. прекратить старые привычки, Get free from the old attractions. освободиться от старых привязанностей Cultivate the nice attractions for Krishna и consciousness. культивировать замечательные привязанности в сознании Кришны. So we hope you can all do that very nicely. И мы надеемся, что у вас у всех получится это сделать наилучшим образом. Now we have one special little thing to help you in that regard. У нас есть для этого маленько что-то, чтобы помочь вам в этом. Can you announce about it? Our devotee here, Krishna Kanaya Prabhu, will inform you. Кришна Канай Прабху сейчас вам объявит, расскажет. Да, микрофон. Дорогие преданные, часто, когда мы приезжаем в Святую Дхаму, многие здесь присутствующие регулярно бывают в Святой Дхаме, во Вриндаване. И когда мы приезжаем, зачастую мы не находим время, чтобы познакомиться со всеми святыми местами Вриндавана, со всеми храмами, услышать все истории, потому что кто был, знает, что многие вещи отвлекают от этого. И чтобы заранее подготовиться к такому визиту, кто планирует, Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиданта с вами, он издал такой замечательный диск. Это диск создан по материалам книги, которая недавно была продана в небольшом количестве. Он называется «Вриндаван. Место игр Господа». Также это поможет занять в сознании Кришны наши телевизоры и DVD-плееры. Сейчас, секунду. Диск выполнен весьма качественно. Можете посмотреть. Я сейчас раздам несколько экземпляров. Их не так много. У меня несколько десятков всего. То есть это два DVD-диска, то есть они сделаны в высоком качественном исполнении, и полиграфия, и дизайн. Можете посмотреть, я раздал несколько экземпляров. Поэтому, кто заинтересован, кто действительно стремится поглубже погрузиться в игры Вриндавана, игры Господа в Вриндаване, пожалуйста, можете подойти ко мне, приобрести один или два на подарки. Гуру Махарадж, я полагаю, может поставить свой автограф также для вас.
А стоимость диска 500 рублей. Это 2 диска. То есть это чуть выше себестоимости. Вырученные средства, соответственно, пойдут на издание целой серии таких фильмов о Вриндаване, о Гавардхане, о Радхакунде и так далее. Пожалуйста, подойдите ко мне, купите 1 или 2. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Шрила Бхакти Сиддханта Свами Махарадж ки.